танках Classic наконец начали добавлять новые обновления, которые мы полностью рассмотрим в этом видео. А я напоминаю, что танки Classic должны выйти предварительно 4 июня. Ну, по крайней мере, в эту дату заканчиваются продажи раннего доступа к классике. Ну а сейчас мы в этом видео рассмотрим, что разработчики добавили и что им осталось еще добавить в игру. Сразу, друзья, попрошу вас поставить лайк на это видео, прям мощнейший лайк прожимайте. Еще есть небольшая новость, друзья, у меня появился секретный промокод, у которого ограниченное количество активаций. Если вы играете в новые танки онлайн, обязательно его вводите, он вам даст легендарный ключ, рубины, контейнеры, опыт и другие ништячки. Просто ставьте лучший тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн и вводите этот секретный промокод вот здесь. Он вводится, магазин игры, промокоды. Вводите. Смотрите, он срабатывает не у всех, единственное, но он 100% сработает, если у вас новый аккаунт или если вы не заходили в игру до 16 марта. Поэтому обязательно пробуйте и пользуйтесь этой халявой, пока еще промокод доступен, друзья. В описании я его оставил. Так, друзья, ну что ж, перемещаемся с вами в классику. Вот так выглядит сейчас на данный момент лобби игры. То есть, наверное, вы сами уже, вам в глаза бросается измененный шрифт, потому что это вот для меня лично вот что первое бросилось в глаза. Посмотрите, шрифт какой-то стал более крупный, что ли, более тонкий, по моим ощущениям, да, и на мой вкус, как будто прошлый шрифт, ну, по крайней мере, вот где полоска званий и кристаллы как-то получше там отображалась, а тут он какой-то похожий на стандартный, то ли Times New Roman, но точно не знаю, что это за шрифт тут у нас находится, но, по моим ощущениям, выглядит довольно-таки сыро. Это именно что касается шрифта, вот где у нас никнейм отображается и количество кристаллов. А что касается вот шрифтов в чате, шрифтов в битве, да, игроки, вот, которые находятся в битве, здесь вроде нормально. Вот и пусто, где написано нормально. Давайте, например, создадим какую-нибудь карту, например, какую-нибудь побольше, чтобы больше у нас было. Вот, например, Иран давайте сделаем. DM Иран создаем. Не знаю, здесь нормально, в общем, отображается и сама ссылочка, и скопировать. Вот скопировать ссылку, кстати, тоже вот по-другому. Вот здесь шрифт отображается. Вот такое ощущение, похоже он на шрифт, где у нас отображается количество кристаллов. Кнопочка играть, друзья, да, как видите, появилась иконка с вот этим танком на вас по смоке стреляющим, да, то есть теперь при выборе битвы вы можете наблюдать на вот этих вот кнопочках играть. Такой показатель, как это и было вот когда-то у нас давно в старых танках. Ну, что касается шрифта, мы с вами рассмотрели. Да, вот про эти кнопочки тоже вот они добавляют свою атмосферу, свой вайб в ощущение классической версии танков онлайн, танков Classic. Ну и плавно давайте вот посмотрим на иконочки с битвами, так как они выглядят, да, вот они стали тоже другими. Такое ощущение, что больше на флешевскую версию они стали похожи. Давайте вот нажмем, даже вот на гараж нажимаем, вот в гараж мы переходим. Здесь, да, вот эти кнопочки с битвами видоизмененные стали. Вот и, кстати, где у нас надпись пушки, корпуса, защита, краски, припасы особые. Здесь также кнопки по-другому ощущаются. Знаете, где еще я заметил, кстати, это тоже вот в глаза бросается. В настройки, если зайти, в настройках тоже все вот эти кнопочки, шрифты, тут все видоизменилось. Вот, ощущаются прям по-другому. Я даже не знаю, лучше ли так стало или нет, но вроде как, по крайней мере, по ощущениям стало интереснее, ну, либо я уже привык к старой версии. Для меня вот эта вот новинка кажется неплохой. Но, по идее, это должно быть, как вот на флешевской версии у нас было. Вот эти все иконки отображения, да, графики. Но самое главное, это вот во всех этих кнопках, что поменялось, это если зайти в битву, давайте создадим. Вот, у нас вот Иран, допустим, созданный есть, да. Кстати, перед тем, как зайдем в битву, давайте проверим, потому что мне писали там, что появились исправления с ранг-лимитами, то есть при создании битвы, ну, давайте... Так, Иран, смотрите, режим DM. Создаем, да? Или давайте CTF сделаем. Все вот эти кнопочки должны нормально протягиваться. Но, как по мне, друзья, я не знаю, какое тут произошло изменение. Сейчас проверим, битва ли корректно будет создана с нужными отображаемыми званиями, которые я поставлю. Ну, по крайней мере, протягивать все я не могу. То есть вот мой лимит. Больше я могу сделать, а меньше уже не могу сделать. То есть для одного звания битвы не смогу создать. Теперь проверим, как работают у нас все вот эти ползунки, да? Давайте создаем, допустим, закрыто. И нет, друзья, я не знаю, видимо, эту обнову еще не добавили, потому что все еще битвы создаются с не теми параметрами, которые я выбираю. Ну да, видите, не те параметры. Ну ладно, давайте зайдем на Иран. Почему я хотел именно Иран сначала показать? Потому что, друзья, у нас добавили тот самый туман в классику. Это следующее обновление. И это туман. Вот он, друзья, посмотрите. Это версия вот стандартная, классика, официальная, без каких-либо модов. Все, вот. Вот у нас так выглядит классическая версия с туманом на карте Иран. Ну, классно выглядит, потрясающе это все чувствуется. Хотя в танк онлайн у нас уже этот туман был добавлен, да, уже сколько там, на месяца, наверное, 3-4 раньше, чем это в классике у нас появилось, да.
Но с туманом, вот посмотрите, как у нас это все дело выглядит. Кстати, вот по поводу звуков. Сейчас я вот пытаюсь прислушаться. Старые ли у нас звуки-то здесь или нет? Тап. Тап как тап. Кстати, вот по поводу изменений вообще в битве. Фон битвы отображается. Нет туда у нас нового фонда с танков онлайн. К сожалению, Kill Tab пока еще вот как раз новых танков онлайн не обновленный. И вот тут это вот, друзья, что это за... Даже не знаю, как культурно выразиться-то. Что за отображение доставки флага странное? У нас разве такое оно было изначально? То есть, по-моему, оно, во-первых, не такое было, а во-вторых, почему именно такой Орех решил сделать... Эффект отображения доставки флага. Слушайте, мне страшно представить, если я сброшу голд, как он будет отображаться. Потому что вот в том же моде, да, вот просто шикарно отображаются все оповещения о доставках флага, сбросе золотых ящиков. Ну, прям вот зелененьким, да, желтеньким, там как раньше это все было. Но здесь... Я не знаю, у нас же столько времени вроде прошло, да, там и моды были, и игроки там в восторге, и разработчики принимают решение вот такую надпись добавить. Слушайте, ну, друзья, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, что это временный характер будет носить, да, что у нас все к релизу-то починится. Но пока мне лично вот эта надпись категорически не нравится. Вот, и давайте послушаем звуки. Ну, по звукам, как мы понимаем, по-моему, нет изменений. То есть, как все и было. Вот я даже по звуку установки мины вот проверил, по-моему, нет. В моде прям вот были старые-старые звуки. Тут все-таки они с какими-то изменениями, да, новыми звучат. Ну, давайте еще посмотрим парочку карт, где этот туман присутствует, потому что туман все-таки, я считаю, вот множество недостатков пока, которые еще не починили разработчики, нивелирует. Погнали посмотрим другие карты. Так, ну давайте по классике что-нибудь такое, вот, что все знают. Давайте прямо с самого начала. Александровск. Погнали. И заодно проверим, будет ли у нас здесь работать ранг-лимиты, потому что они у меня с первого раза не сработали. Ну, погнали. Вот здесь, по-моему, ну, мне, может, повезло. Вот сейчас нормально вроде создалась битва. Так, ну, полетели. Полетели. Вот в этот раз я демку сделать решил. И вот карта Александровск. Как она выглядит с туманом. Ну, карта Александровск, она, кстати, не та прям самая старая карта, которая до ребаланса была. Ее ввели уже, по-моему, во времена 15-го года. Ну, вот кто в эту версию играл, да, те, наверное, помнят и эти ощущения от этой карты. Ну, в общем, с туманом она вот так выглядит. По поводу звуков, ну, я не знаю. Я думаю, уже нет смысла слушать еще раз, да, потому что мы только что на экране все прослушали. Тут, я думаю, мало что поменялось и мало чем отличается, а скорее вообще ничем не отличается. Вот, Александр, ладно, давайте пойдем еще парочку карт посмотрим. Ну, давайте легендарный, наверное, полигон или вот давайте кунгур. Ну, кунгур надо чекнуть, я думаю, давайте кунгурчик чекнем. Вот. Ну, что, мы создавали демку, давайте Джаггернаут, например, попробуем. Например, вот я хочу до бригадира сделать от новобранца. Получится ли у меня это сделать? Естественно, не получается у меня это сделать. Тут это да. Так, ладно, смотрите, друзья, вот у нас кунгур, Джаггернаут. Кстати, я еще вот не обратил внимания на тап, если вот нажимать. Смотрите, у нас кнопочка выйти стала какой-то более оранжевой, да, нежели вот она красная была. Я не помню, было ли так на флеше, но мне кажется, круче выглядит, когда она красненькая. Что думаете вы? И вот посмотрите, как у нас выглядит карта кунгур с туманом. Кстати, по-моему, еще добавили вот такой эффект паузы. Нет? Не добавили? Давайте в настройках посмотрим управление. А что, все на английском еще здесь. Пауз, П. Ну да, П. У меня тоже П. И у меня ничего не происходит. Я просто где-то видел, по-моему, опять же, скриншот сбрасывали, что пауза здесь появилась. Но пока у меня она не работает. Не знаю, видимо, еще тоже этот момент не добавлен. Так, мы пока с вами движемся к полигону. Посмотрим, наверное, сейчас как выглядит полигон. Может, для разнообразия зимний день давайте включим с туманом. Зимний посмотрим.
Polygon. Что мы еще не пробовали? ЦПшки давайте попробуем посмотреть, потому что на флагах в Джаггернауте, в ДМке вроде как там все нормально отображается, да, в плане вот фонда битвы, количество убийств, вот этот вот, да, индикатор. Посмотрим, как на точках это у нас реализовано. Поменяли или там не поменяли разработчики. Полигон. Заходим. К сожалению, нет. К сожалению, у нас в контроле точек тоже пока тут индикатор, как у захвата флага выглядит, да. Но туман здесь тоже у нас есть, но он какой-то не так сильно как будто в глаза бросается, туман. Да. Ну, так он выглядит. Ладно, я думаю, что все-таки для полноты нужно посмотреть обычную версию летнюю. Давайте лето сделаем. Летний день. ДМ-ка. Еще раз хочу в ДМ-ке посмотреть, точно ли там нормально все отображалось. Ну да, тут все норм. Тут все норм, но мало ли. Да, и здесь, конечно, туман, он как-то больше в глаза бросается. Ну, это понятно, потому что зимняя версия, она с белыми оттенками, да, и туман там менее заметен. Здесь он более заметен. Вот так он выглядит на карте Polygon. На легендарной карте. Вот, друзья, и сейчас мы с вами пойдем еще одно обновление посмотрим. Для этого я буду создавать карту остров. Сейчас поймете почему. В общем, пойдемте заценим, как у нас теперь будет работать окончание битвы. Ну, то есть финальный приз как будет отображаться. Потому что вы помните, что раньше он дублировался. Если я могу сейчас нажимать кнопку Tab, то и при отображении финального приза тоже я мог нажимать Tab. И у нас он как будто вот таб на табе был. И сейчас проверим, как это работает после обновления. Почему именно карту остров хочу создать? Потому что тут в классике у нас какая особенность классической версии от новых танков онлайн, что тут у нас, ну, будут гибкие настройки, да, игроки смогут создавать битвы, как они хотят, на чем они хотят. И на острове можно режим Джаггернаут выбрать. Мне просто вот это позабавило. Вот, и давайте мы создадим как раз режим Джаггернаута. Время битвы поставим на 1 минуту. 1 минуту и... Сколько, может, серьезно? 16 игроков можно на остров, но я думаю, конечно же, нельзя. Максимум 2 игрока. Ну, ставим, короче, 2 игрока. Вот так вот это выглядит. Заходим. И да, вот в новых танках онлайн вы не сможете создать такую битву на Джаггернауте, на острове. А вот здесь, в классике, друзья, пожалуйста. Потому что... Ой, опять эта надпись, друзья. Как же эта надпись странно выглядит. Да, и сейчас мы будем проверять, как у нас будет отображаться финальный приз в табе с этой оранжевой кнопочкой выйти. Он не должен дублироваться. Сейчас мы это проверим. И да, классика, это же все-таки, как изначально это планировалось, это должен быть музей танков онлайн, да, где вы можете любой год свой создать, хоть 14-й год, хоть 10-й, хоть 18-й с этим Джаггернаутом, например, да. В этом плане все круто. Но пока еще этот функционал полностью не реализован, пока мы не можем прям гибкие настройки выбирать, потому что, напомню, мы должны это все дело выбирать на голосование. Будет голосование, как должны голды падать, какой будет стиль прокачки до ребаланса после ребаланса. Но пока мы даже к этому еще ни к одному голосованию за полгода не приблизились. И вот, друзья, да, посмотрите, как отображается финальный приз. То есть вот здесь, кстати, кнопка выйти, как мне кажется, более симпотно выглядит с таким цветом, более красным, да, нежели вот оранжеватый оттенок, который был. И здесь кнопка Tab не нажимается. Все, в этот момент орех пофиксил. По поводу гаража, друзья, я так мельком пробежался, конечно, и мне не показалось, что какие-то новые тут параметры у корпусов появились. Возможно, тут что-то орех и менял, но все цифры вот эти, помните, я пока не вижу смысла, потому что мы тут и не играем толком, да. Вот что касается пушек, пушки вроде не тронули, это точно по Твинцу могу сказать. По корпусам тут характеристики, ну понятно, что не как это было до ребаланса, тут уже что-то экспериментальное у нас разработчики на тесте делают. Вот, друзья, и что касается вообще-то у нас комментариев, там, ореха, разработчиков, да, вот последних новостей, когда выйдет игра, что сейчас известно. Пока что известно следующее, что у нас 4 июня на день рождения танков онлайн заканчиваются продажи, как раз доступ в танки Classic, и возможно к этому моменту, вот сейчас вот разработчики, видите, вот внезапно вот бац-бац-бац-бац, обновление наделали, возможно до этого периода классику-то до ума доведут, но, конечно, тяжело в это верится, но просто такая дата, да, день рождения танков онлайн, было бы символично, если бы классика тоже еще раз вышла бы в эту дату. Но, по крайней мере, точно идут разработчики к вайпу, потому что, да, я уже забыл про эти вайпы. У нас-то вайп планируется, который никак не выйдет. По моим ощущениям, что мало времени на вайп, на все тесты, на все голосования остается, чтобы прямо вот классика релизнулась, но окончание и сроки продаж раннего доступа заканчивается 4 июня. Посмотрим, что будет. Вы как думаете, пишите в комментариях. И по поводу, да, комментариев от разработчиков, что Орех комментирует, что он говорит, что разработчики говорят, ничего не говорят, пока нет никаких новых комментариев. Последнее, что было и что известно, что разработка продолжается. Друзья, пишите еще раз, да, вот повторюсь, ваше мнение, как вы думаете, когда выйдет игра, когда будет вайп, вообще вот
по обстановке, что думаете? Как вам вот эти обновления, которые сегодня вы в ролике увидели? Не забывайте ставить лайк на это видео, подписываться на канал обязательно, в телеграм-канал вступайте, ссылочки есть в описании. Ну, естественно, не забывайте про реферальный промокод и про лучший тег создателя контента Nick10. Устанавливайте обязательно на своем аккаунте, получаете призы, легендарный ключ. В общем, промокод, напомню, есть в описании под этим роликом. Срабатывает не у всех, поэтому пробуйте, активируйте. Промокод не резиновый, скоро он уже закончится. Ну а мы следим за обстановкой и ждем релиз, ну или вайп, что угодно ждем, любых обновлений по танке Classic. Всех благодарю за просмотр.